Рад вас приветствовать на нашем большом кейс-форуме. И я хочу сегодня рассказать вам о автоматизации судебной работы в Тинькофф Страховании. Ну, прежде всего, я хотел бы вам рассказать о нашей страховой компании. Тинькофф знают все, но немножко подробно о нашей компании. Тинькофф Страхование – это российская страховая компания, которая страхует все, что для вас важно. Машины, имущество, ответственность, путешествия, здоровье, жизнь. Мы входим в топ-20 страховщиков-лидеров по сборам в сегменте автокаско за первое полугодие 2020 года. Мы входим в топ-3 страховщиков, которые продают онлайн в интернете. Также мы являемся победителем народного рейтинга страховых компаний по итогам голосования Банки.ру в 2018 году. И немножко о нашей Dream Team. Юридический департамент. Он состоит у нас из отдела правового сопровождения, который занимается взаимодействием с госорганами и другими надзорными организациями. Центробанк, ФАС, РСА. Также у нас есть корпоративный отдел, который занимается корпоративной и договорной работой, отдел документооборота, занимающийся обработкой входящей документации, и судебно-претензионный отдел, о котором мы сейчас с вами и поговорим. В его компетенцию входит защита имущественных интересов компании в судах. Направление судебно-претензионной работы. Ну, первое, это, конечно же, входящие иски. Более 2000 кейсов в год. 99% дел у нас рассматриваются в судах общей юрисдикции. Практикующие юристы меня поймут, это просто боль. Средняя стоимость входящего иска по делам о выплате страхового возмещения у нас составляют 500 тысяч рублей. Но особую гордость вызывает процент успеха судебных юристов, который составляет более 80%. Это достаточно высокий процент на рынке страховых, среди страховых компаний. Далее, второе направление, исходящие требования. 1000 кейсов в год, 99% дел также рассматриваются у нас в судах общей юрисдикции. Ну и третье направление, финансово уполномоченный, который появился у нас сравнительно недавно, 1 июня 2019 года. Это Институт досудебного регулирования спора, и он уже нам привалил 2000 кейсов в год, и у нас процент успеха по данным делам составляет 89%. Хотелось бы также сказать о том, что судебные дела, входящие, имеют свою определенную специфику. Исковые требования рассматриваются по месту жительства или по месту пребывания истцов. И поэтому у нас широкая география судебных дел. Начиная от Калининграда, заканчивая Владивостоком, наши юристы представляют наши интересы на всей необъятной нашей родине. Но, как вы уже, наверное, успели заметить, у нас также есть и внешние юристы, которые представляют наши интересы в южном регионе. Ну, никому не секрет, южное правосудие имеет определенную специфику. И каждое судебное дело в этом регионе требует пиететного отношения. Поэтому там у нас постоянное внешнее представительство, в нем и наши интересы представляют аутсорсинговые компании и внешние юристы. Итак, какой у нас был процесс до автоматизации? Мы все знаем, да? Более 5000 дел в год проходит через судебно-претензионный отдел. Ну, процесс был, мягко говоря, не очень. При поступлении искового заявления мы вносили данные в Excel. Передача дела юристу проходила у нас в Outlook. Мы часто теряли дела и не знали, кто ответственный в рамках какого дела. Подготовка к делу у нас проходила без использования шаблонизированных документов. А участие дела мы не могли даже знать, где мы будем через неделю. Мы не имели возможности контролировать судебные заседания на неделю вперед, на месяц вперед и так далее. Платежные операции. Но это вообще была просто боль. Чем больше дел было у нас в производстве, тем больше было судебных расходов по оплате госпошлин, оплате расходов по проведению судебных экспертиз. И нам приходилось писать постоянно письма в бухгалтерию, их становилось больше, и бухгалтерия нас, мягко говоря, недолюбливала после того, как у нас дела перевалили за 1000. Ну и отчетность. У нас отсутствовал централизованный сбор данных и был высокий процент брака. Мы поставили перед собой амбициозные задачи, чтобы решить вот эти вот проблемы. И поставили для себя следующие принципы. Это максимум автоматизации, экономия ресурсов и минимум ручного труда.
Мы должны были создать эффективный рабочий механизм, где было бы всем удобно. Руководителю руководить своей командой, а юристу сопровождать дело. Нам также нужно было масштабировать систему не только на штатных юристов, но и на юристов, которые работают в регионах, которые находятся вне штата, чтобы им было также удобно с нами взаимодействовать. Нам нужно было создать инструменты аналитики по различным метрикам и возможность перестройки системы под требования гражданского процесса, которые не изменяются часто, и под текущие бизнес-требования. И как мы можем решить эти задачи? Ну, для этого, конечно, нужна диджитализация. Нам нужно было выбрать необходимую систему для судебной работы. И мы остановились на Case One. Настроить интеграцию с корпоративными информационными системами. Нам нужно было также настроить облачный документооборот. И вместе с этим нужно было осуществить интеграцию данных с Федеральной налоговой службой, КАД-арбитром. Мы хотели создать удобный процесс по оплате судебных расходов, госпошлин и так далее. В один клик желательно. Мы нуждались в серьезной системе шаблонов документов, создании шаблонных документов для того, чтобы сократить время на подготовку к судебному делу. Ну и, конечно же, это все должно было увеличить процент экономии ресурсов и денег компании. Итак, переходим к этапам проекта. И первым делом, что мы сделали, мы, конечно же, сформировали команду. Наша IT Тинькофф страхование, наша гордость в партнерстве с IT Правотех создали совершенно интересные процессы интеграции данных. О них позже. И далее мы создали карточки дел, которые мы сформировали в системе Case One и провели дальнейшую интеграцию корпоративных систем компании с системой Case One. Итак, создание моделей карточек. Ну, я тут скажу, что это был большой творческий процесс. В этом процессе участвовали юристы. Мы спрашивали, какие блоки вам нужны, какие данные вы бы хотели видеть в своем деле, потому что вы будете сопровождать это дело, и вы будете работать с этой системой. Главная наша задача, чтобы система была удобна для юриста. И конечно же, что мы создали? Мы сделали карточки по входящим требованиям, карточку по исходящим требованиям, также создали карточку по делам третьего лица, карточку по запросам, по судебным запросам и карточку, которая служила для того, чтобы хранить, например, дела, которые мы не смогли идентифицировать. Это достаточно актуальная тема, особенно для повесток из мировых судов. Меня поймут. И после того, как мы создали эти карточки, наполнили их блоками и вкладками, в которых мы хотели бы видеть ту информацию, которая нам нужна, мы просто взялись за голову. Мы понимали, что эти данные нужно откуда-то брать. И у нас было два выхода. Первое — это делать руками. Ну, если бы мы пошли по первому пути, меня бы сразу расстреляли в отделе. И второй путь — это автоматизация. Мы с помощью синергии с IT-командой Тинькофф в партнерстве с Правотех создали совершенно уникальные интеграционные процессы. Мы стали получать из наших корпоративных информационных систем данные по страховым событиям, финансовые данные, документы. Итак, что же у нас получилось? У нас карточка дела по входящему исковому делу формируется еще на этапе досудебного претензионного порядка. То есть, когда еще потребитель обращается к финансовому полномоченному, эти данные к нам поступают из страховых систем, в которые они поступают, которые заводят другие департаменты. К этому моменту наша карточка дел уже сформирована на 90%. Ну вот давайте посмотрим. Заявитель есть, заявленный ущерб, расходы на экспертизу, далее номер обращения, дата регистрации, причины обжалования решения финансового полномоченного, в том числе документы, транспортное средство, какие-либо платежные документы по убытку, по страховому событию. Все это уже хранится у нас в системе. То есть еще до поступления искового заявления к нам в компанию у нас эти карточки уже существуют в Case One. И нам не остается ничего сделать, кроме как найти соответствующее дело и внести остальную информацию по делу в части
участников дела, то есть это суд, ответчик, истец, номер дела, судья, дата поступления иска, и внести финансовые данные. Но было бы неправильно, если бы Case One только получал данные. Мы также сделали взаимную интеграцию. То есть, например, актуариям очень важно знать о том, сколько исковых требований к нам поступило. Они должны знать, сколько требований к нам предъявлено, к нашей компании, и на какой стадии эти требования, чтобы оценить финансовые резервы компании. Для службы безопасности очень важно, с кем мы судимся. Ведь зачастую страховые дела у нас проходят со злоупотреблением права со стороны истцов. Ну и отделу регулирования убытка важно знать о том, что по их делу, по выплате страхового возмещения идет суд, и нужно согласовать свои какие-то процессуальные действия с соответственным юристом по делу. Ну и хочу перейти к нашему тактическому шагу номер 3, шаблонизация документов. Интеграция данных, такое большое количество данных нам позволило создавать совершенно нового качества документов. Ну, давайте вот посмотрим ходатайство на назначение судебной экспертизы. Must-have каждого судебного юриста в страховой компании. И вот давайте посмотрим. Что мы видим? Желтым отметил информацию, переменные данные, которые мы тянем из карточки дела. Это транспортное средство, госномер, ВИН, дата ДТП, тип страхования и, например, данные по истцу и суду. Эти данные у нас хранятся в карточке, и они были нами получены автоматически. Таким образом, еще на момент получения информации мы уже заложили потенциал для создания качественных шаблонов документов. Мы уже создали 20 процессуальных шаблонов, и они нам очень помогают в нашей ежедневной работе. Уведомление. Юрист знает о всех произошедших событиях по делу. Вот представьте себе, наверняка каждый юрист хочет, чтобы у него был свой секретарь. У нас 19 юристов в штате и один человек, который разносит судебную документацию. Ну и этот вопрос мы тоже хотим автоматизировать. Ну вот, например, получение решения по суду. Документ загружается в Case One, выбирается соответствующий тип документа, и нашему юристу приходит уведомление, что в рамках твоего дела пришло решение, посмотри. Мы сделали так, что юрист знает о всех событиях, произошедших по делу. Это и поступление искового заявления, поступление повестки, определение назначения судебной экспертизы, решение, апелляционное определение, кассационное постановление. В общем, весь спектр документов, который поступает, юрист знает, и к нему всегда придет уведомление. Ну и календарь. Юрист никогда не пропустит свое судебное заседание по делу, а руководитель никогда не потеряет юриста. Ну давайте с вами проживем пару дней судебного юриста в страховой компании. Ну вот, допустим, в понедельник мы с вами едем в Астрахань допрашивать эксперта. Во вторник мы с вами поедем в Санкт-Петербург и будем признавать договор страхования недействительным. В среду мы поедем в Воронеж, там принципиальное дело по ОСАГО. Ну, естественно, где мы ведем всю эту информацию, когда у нас не было электронного календаря? Ну, мы эту информацию ввели в наших ежедневниках, но когда у нас появился электронный календарь, эти ежедневники нам просто стали не нужны. И я хочу сказать о том, что электронный календарь может быть синхронизирован с Google календарем или Outlook календарем. Каждое утро я, например, просыпаюсь и пролистываю на неделю вперед, какие у меня будут судебные заседания на ближайшую неделю. И это помогает мне выстроить мой график работы. Платежные сервисы. Ну, это, наверное, самый любимый мой процесс, который мы смогли автоматизировать. Ну, вы же знаете, юристы не любят много писать. Им нужно сегодня срочно, потому что сегодня последний день обжалования решения суда. И нам сегодня обязательно, вот именно сегодня, нужно 3000 рублей платежное поручение об оплате госпошлины. Ну, естественно, для юриста лучше выбрать суд, набрать сумму, сохранить. Все, на этом он хочет остановиться. Мы так и сделали. После этих процессов данные уходят в бухгалтерскую систему, и на следующий день в нашу систему Case One с уведомлением о том, что госпошлина оплачена, придет заветная платежка, и можно будет отправить апелляционную жалобу в суд.
Далее, отчеты. Руководители, юристы всегда в курсе о ситуации по делам. Мы сформировали личные отчеты для наших юристов, чтобы они всегда могли контролировать свои дела. Не только просто вот через уведомления и так далее, а могли бы просто сплошную выгрузку понять, какие у них дела на какой-либо стадии. На стадии проведения судебной экспертизы или на стадии обжалования и так далее. Для руководителей мы сделали сводные отчеты, по которым они понимают, сколько у нас сейчас всего дел в производстве, сколько у нас рассмотрено, сколько к нам предъявлено требований. Все это нам позволило более качественно вести наши судебные дела, дополнять ее информацией и более качественно давать аналитику. И я хочу рассказать, что же у нас поменялось. Ну, в первую очередь, поступление иска у нас теперь полностью в электронном виде. Как я уже сказал, этот иск загружается у нас в карточку дел, которая уже создана. И после чего это дело передается юристу, ответственному юристу в работу, тоже в Case One. Ему приходит уведомление о том, что он теперь ответственный, и он должен работать в системе. Ему теперь не нужно идти в какие-то другие страховые программы, смотреть убыток, смотреть какие-либо документы, платежные какие-то документы. Он работает в одной системе. Там он и сопровождает дело, там он создает себе процессуальные документы, там он их и оплачивает какие-то судебные расходы. Подготовка к делу стала намного легче. Мы сократили на 50% временные затраты на подготовку процессуальных документов. Участие в суде. Мы теперь знаем о том, что кто где у нас находится, по какому делу. И юрист имеет свой электронный календарь, и это очень удобно. Платежные операции проходят в один клик, без написания соответствующих сообщений в бухгалтерию. И у нас создан централизованный сбор данных с высоким процентом актуальной информации. Ну и об итогах автоматизации в цифрах. На 50% мы сократили сопровождение исполнительного производства, на подготовку процессуальных документов и позиции, и на актуализацию текущего статуса дела. На 99% мы сократили количество пропусков судебных заседаний. Юрист никогда не пропустит судебное заседание, он всегда напишет по делу процессуальную позицию, либо поучаствует очно. С 3 дней до 1 дня занимает оплата госпошлины судебных расходов, и производится оно в один клик. С 2 дней до 1 минуты мы сократили временные затраты на подготовку отчетов. Из 2 часов до 30 минут у нас распределяются новые судебные дела внутри команды. Ну и также с 2 часов до 20 минут требует теперь ознакомление с судебной документацией. С помощью уведомлений мы это просто ускорили процесс. Теперь юрист всегда знает о том, что ему пришло тот или иной документ, он быстро проходит и смотрит его. О достигнутых, мы не останавливаемся на достигнутых успехах, но мы хотим перейти к большей автоматизации. Ну, например, автоматизация загрузки судебной документации. Мы хотим, чтобы документы, которые пришли к нам в страховую компанию, находили свои карточки дел и сохранялись там с будущим уведомлением наших ответственных юристов. Хотелось бы, чтобы мы получали из этих документов текстовые данные, и эти текстовые данные подгружались бы в саму карточку дела, и мы бы тем самым решили вопрос тех 10%, которые мы вносим руками. Далее мы хотели бы запустить юридический чат-бот, который бы отвечал на вопросы наших коллег из других департаментов. Ну и моя мечта — прогрессивная интеграция Case One с базой данных с судами общей юрисдикции. Если нас смотрят коллеги из Верховного суда, я вас прошу, пожалуйста, но автоматизируйте вы суды общей юрисдикции. Но сделайте вы, как это сделал Право.ру с судами, с арбитражными судами. Но там же настолько все удобно. Оттуда и можно выкачивать данные и так далее. Если бы это было бы сегодня сделано, то граждане и коммерческие организации были бы вам очень благодарны. Мы ждем, когда произойдет прогресс в этом направлении. Итак, коллеги, подводя итог выступления, я бы хотел, чтобы каждый из вас задался вопросом: где ваш юрист сейчас и где он будет через неделю? Можете ли вы создать отчет в течение 1 минуты? Посмотрите на столы ваших юристов. Забиты ли они судебной документацией? Не спотыкаетесь ли вы о папке с судебной документацией?
Если вы не можете однозначно ответить на этот вопрос, тогда вам нужна IT-революция. Спасибо.